Всем привет, с вами Фил, и сегодня разработчики опубликовали для нас промежуточный план действий, где рассказали о своих приоритетах, планах на будущее и о работе, которая была проделана с публикацией плана на 2018 год. С выхода PUBG в релиз, то есть присвоением ему версии 1.0, разработчики занимались созданием нового контента, доказательством чего является новая карта, и улучшением комфорта игры, введя функцию выбора карт, корректируя баланс оружия и активной борьбой с читерами. По словам разработчиков, они стремятся сделать лучшую игру, и именно за это такие, как мы ее любим. Теперь давайте подробнее о планах. Исходя из многочисленных отзывов, разработчики все-таки приняли тот факт, что основными проблемами PUBG являются производительность, оптимизация на стороне сервера и читеры. На данный момент уже было определено несколько факторов, наиболее влияющих на FPS. Сильное падение происходит во время быстрого передвижения на транспортном средстве по различным поверхностям Земли. Игра обрабатывает слишком много эффектов, что приводит к перегрузке видеокарты. Другая причина также связана с перегрузкой видеокарт, но проблема здесь возникает во время обработки световых эффектов. Работа над исправлениями уже началась, и появляться в игре они будут последовательно по мере готовности, не дожидаясь крупных патчей, что по логике должно ускорить процесс, и о чем нам также вовремя обещают сообщать. Предстоящая работа уже имеет некую структуру, про которую мы тоже сейчас узнаем. Оптимизация клиента. В нее входит несколько основных направлений. Первое – оптимизация персонажа. Разработчики планируют оптимизировать движения противников, находящихся за пределами нашего обзора. Будут обновлены анимации, что, по мнению разработчиков, решит проблемы подвисания экрана на слабых ПК. Улучшится процесс рендеринга модели персонажа, благодаря чему должен повыситься FPS. Также будет оптимизировано движение и анимация персонажа, летящего на парашюте, в том числе и самого парашюта, чтобы повысить FPS в те моменты, когда много человек падают в одно и то же место. К тому же это положительно повлияет на вармод. Второе – оптимизация транспортных средств. Здесь будет оптимизирована обработка движения машин и персонажей, находящихся в них, в первую очередь в те моменты, когда они находятся за пределами нашей видимости. В настоящее время автомобили занимают слишком много ресурсов процессора, которые по факту им не нужны. Это тоже будет исправлено. Третье – оптимизация и стабильность загрузки. В игре планируется оптимизировать основную структуру для карт Miramar и Sanhok, чтобы они могли быстрее загружаться. Почему не сказано про Эрангель, не знаю. Лично у меня первый раз после включения ПК на него тоже не сказать, чтобы прям быстро загружалось. Будет оптимизирована загрузка физических текстур при потоковой передаче, что должно исключить зависание изображения, да и в целом процессы потоковой передачи должны дорабатываться. Четвертое – все остальные проблемы оптимизации, относящиеся к клиенту. В этом направлении будут рассмотрены просадки FPS, связанные с большим увеличением в прицелах. Будет облегчена обработка объектов, находящихся на далеком расстоянии от персонажа. А также планируется улучшение системы записи реплеев и камеры смерти, чтобы меньше нагружать ПК. Следующая – оптимизация сервера. Она начнется с оптимизации сетевого кода, в результате чего все основные игровые загрузки станут гораздо быстрее. Разработчики планируют увеличить скорость передачи данных об игровых объектах, предметах, дверях, ограждениях, чтобы вовсе исключить ситуации, когда игрок появляется в матче только под конец высадки с самолета. Все неэффективные сетевые коды постараются устранить. К примеру, в настоящее время некоторые объекты зачем-то отправляют обновления на сервер. Будет повышена эффективность обновления частоты кадров, так как на данный момент при том же быстром движении на авто это работает крайне неэффективно. По мнению разработчиков, это также исправит аномальные ошибки физики при движении на транспортных средствах. Салют трехколесному мотику. Также разработчики отмечают, что даже после реализации всех перечисленных планов они продолжат оптимизацию и будут ставить перед собой новые задачи, чтобы улучшить игру. К сожалению, оптимизация не единственная проблема, и в игре по-прежнему присутствует большое количество читеров, хотя по словам разработчиков они потратили множество сил и средств на борьбу с ними. Были применены решения на основе шифрования некоторых уязвимостей, забанены сотни тысяч читеров и подано немало судебных исков на людей, причастных к разработке хакерского софта. Будем очень надеяться, что PUBG Corporation все же найдут таблетку от этих нехороших людей. Ну ладно, решение проблем это, конечно, очень хорошо, очень важно, тем более таких глобальных, но все же гораздо больше внимания привлекает новый контент, над которым разработчики также планируют работать. Официально отмечается, что PUBG Corporation состоит из множества различных команд, сосредоточенных на разных аспектах игры, и поэтому работа над оптимизацией и новым контентом по срокам никак не повлияет друг на друга.
Самые большие обновления игровых объектов в ближайшее время будут связаны с картой Санок. Ее планируют довести до основных клиентов игры уже к концу июня, но это будет не конечный этап разработки. После доведения до ума самих локаций, разработчики будут заниматься введением эксклюзивных для новой карты транспортных средств и оружия, разработка которых займет не меньше месяца после введения карты. Самым первым, скорее всего, появится трехколесный автомобиль Тук-Тук, хотя разработчики дали ему свое название, а сейчас оно звучит как Тукшай. Такие интересные вещи, как новая система поведения кругов, динамическая погода будут и дальше тестироваться на новой карте, и возможно к ее релизу что-то попадет на основу, но пока что точно об этом не сообщается. По мнению разработчиков, Санок является самой красивой картой на сегодняшний день, так как дизайнеры тратят на нее много времени и сил, создавая множество элементов, приближенных к реальности. Как пример можно отметить добавление моха на скалы, находящиеся рядом с водой. В предметах интерьера и экстерьера домов различных населенных пунктов было добавлено 67 новых предметов, чтобы создать атмосферу того, что там когда-то была реальная жизнь. И на сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не поленитесь поставить под видео лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и будьте в курсе всех новостей PUBG. Удачи! Пока-пока!